Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я решил рассказать о том, какими шуруповертами я пользуюсь, и хочу, чтобы данный обзор этих шуруповертов помог вам в вашем выборе вашего варианта, того, который необходим для ваших задач. Итак, приступим, друзья. Хочу сказать, друзья, что данные шуруповерты удовлетворяют всем моим потребностям. Они позволяют мне реализовывать все абсолютно любые строительные задачи. Итак, значит, разложил я их от меньшего к большему. То есть первая модель у нас AEG BS12C2. Она имеет напряжение 12 вольт и крутящий момент 34 ньютона-метра. Следующая модель это Metabo BS18SLI. Она имеет напряжение 18 вольт и имеет заданный крутящий момент производителем, как они утверждают, 48 ньютонов. И последняя модель, самая мощная, это Greenworks 320-37A. Она имеет напряжение 24 вольта и, соответственно, крутящий момент 56 ньютонов. Начнем мы обзор с AEG BS12C2. Значит, в комплектации у него идет два аккумулятора по 1,5 ампер-часа 12-вольтовых. Соответственно, набор бит и зарядное устройство. Данный шуруповерт позволяет выставлять любой момент от 0 до 17 ньютонов. Имеет режим кручения и две скорости. Значит, возьмем деревяшку, и на деревяшке я буду закручивать саморезы. То есть в данном случае это будет 4,5 на 50. И на примере его вы посмотрите, как каждый шуруповерт крутит. И сможете понять, чисто хотя бы визуально. Значит, ставлю на первую скорость. Первая скорость на данном шуруповерте, она от 0 до 350 оборотов в минуту. Причем регулируется все плавно. Чем сильнее нажимаем на курок, тем выше скорость. Чем плавнее, тем меньше. То есть вот. То есть вот такой принцип. Как говорится, закрутим на первой скорости. Значит, вторая скорость. Вторая скорость у нас, как пишет производитель, от 0 до 1500 оборотов. Рядом кручу. То есть, в принципе, для таких бытовых задач домашних этого вполне достаточно. Я в своей работе использую данный шуруповерт, когда я, допустим, кручу клеймеры для вагонки, где используются маленькие саморезы 2,5 на 16. То есть получается, что удобно из-за того, что он весит всего лишь 1 килограмм. Аккумулятора, в принципе, если маленькие саморезы крутим, хватает надолго и вполне нормально. Далее следующий вариант. Следующий вариант у нас идет Metabo BS18LI. У него в комплекте идет кейс, у него уже две батареи по 2 ампер-часа, они 18-вольтовые, и шуруповерт довольно-таки мощный, у него тоже быстро зажимной патрон. У него возможность регулировки крутящего момента до 20 ньютонов. И, соответственно, еще из одних фишек удобных, каждый аккумулятор имеет возможность посмотреть, можно заряд. Сколько он полный, да, я каждый шуруповерт зарядил перед тем, как вам показывать. Соответственно, у него есть такие кармашки для бит, можно положить.
Очень удобный шуруповерт, весит всего 1,3 килограмма. Но что скажу из практики, что с моментом они подобрали. То есть 48 ньютонов здесь нет. То есть реально где-то здесь 35-37 ньютонов. Но что позволяет как бы без проблем крутить саморезы. Сейчас переставим биту с ИГ. Что позволяет крутить саморезы намного быстрее. И аккумулятора, соответственно, хватает намного быстрее, намного более длительный период. Вот посмотрите, крутим на первой скорости. Здесь на первой скорости регулируется от 0 до 450 оборотов в минуту. Вот он бодрее идет, потому что аккумулятор 18-вольтовый. Соответственно, и двигатель также. Включим вторую скорость. Ну, как видите, да? То есть, довольно-таки его я использую, когда, допустим, креплю вот такие вот уголки Рэмбо компании Петротех, НПО Петротех. За одного заряда, одного аккумулятора хватает, чтобы закрутить вот около где-то 150 таких саморезов без заряда. Ну, в легкую вообще. А если погода теплая на улице, то это где-то 250-300 таких саморезов. Вообще без напряжения. Следующий вариант — это вещь посерьезней. Этот шуруповерт мне нравится очень сильно. И его я использую не только, это Greenworks, он имеет напряжение 24 вольта, и у него 56 крутящий момент. Данный шуруповерт я использую для того, чтобы сверлить, допустим, толстые отверстия. То есть, допустим, 25 миллиметров мне надо отверстие в дереве, в брусе просверлить сверлом там длиной там 40-50 сантиметров. То есть этот шуруповерт вполне, он идет и позиционируется как дрель. Причем не простая дрель, а еще ударная. То есть у него есть режим удара. То есть мы переключаем, и что позволяет сверлить отверстия, небольшие отверстия в бетоне. То есть до 8 миллиметров дюбеля под дюбель толщиной. И вполне это очень удобно, когда надо, допустим, закрепить основание к фундаменту. Ну и такие как бы мелко повесить там картину и так далее. То есть данный шуруповерт вам полностью заменит обычную бытовую дрель, которая ударная, абсолютно полностью. У него, значит, на первой скорости также от 0 до 450 оборотов, как у Метаба. А что касаемо режима сверления, то тут уже позволяет он крутить до 1750 оборотов в минуту. Это очень удобно. У него также есть две скорости. Регулировка крутящего момента выставляется до 24 ньютонов. Ну и, соответственно, дальше максимум — это режим кручения, все 56 ньютонов. Посмотрим, как будет на примере. Сейчас я поменяю биту. С Метаба мы снимем и вкрутим данный шуруповерт. У него тоже есть, кстати, посмотреть можно уровень заряда аккумулятора. Здесь он, кстати, сейчас 70%. Вот на первой скорости. Так, горяченький саморез. То есть как бы вот таким как бы аппаратом реально приятно работать, потому что он позволяет на одном заряде загнать таких 600 саморезов. Это очень удобно. Аккумулятор у него 24 вольта, 2 ампер-часа. Но еще я себе докупил более как бы удобный, то есть 4 ампер-часовой аккумулятор. Он позволяет на одном заряде вообще 1200 закрутить саморезов.
Ну, чтобы было понимание, мы возьмем вот такую вот досочку и поменяем биту на PZ3, чтобы закрутить вот такой вот саморез. Это 6×100. Покажу, как он крутится на первой скорости. Вот. Вообще сработал ограничитель момента. Если поставить на сверление, то он его утапливает вообще без проблем. Теперь наживлю и на второй скорости. Видите, аж прямо дым идет, дымок. То есть его даже он раскалился. Сейчас остужу и покажу тот же вариант, как крутит Metabo. То есть, скажем так, Greenworks, ну вот, это инструмент для тех, кто хочет прям вообще без ограничений работать в любом моменте. Мне нравится. Есть, конечно, более варианты сказочные, там, ну, но у них ценник, грубо говоря, если вот этот вот шуруповерт стоит около 10 тысяч рублей, да, это тушка с одним аккумулятором, то, например, Metabo серия, которая вот идет навороченная, да, с похожими характеристиками, она стоит около уже 38 тысяч. Ну, это как бы вообще бред. Я лучше 3 тушки куплю еще гринворсовских. Закрутим теперь саморез сотки Metabo на первой скорости. В принципе, шуруповерт достаточно удобный и хороший. Но есть нюанс, что данного аккумулятора хватает таких саморезов загнать, ну, штучек 10-15. Вот. Что, как бы, если для бытовых вещей использовать, вполне нормально. Если как бы постоянно заниматься строительством и что-то делать без нервотрепки, конечно, этого маловато. Вот на второй скорости будем закручивать вот сюда, на второй скорости. Вот он уже, видите, слабенький, уже половину разрядил. Но, может быть, это связано с тем, что у меня уже батарея такая. Ну, вот он, кстати, разрядил, поднялось напряжение. Чуть-чуть заряд поднялся. То есть 70% разряда. То есть, ну, не для этих он, честно, работает. Теперь данный саморез закрутим AEG BS12C2. Будем крутить также на второй скорости. Ой, на первой скорости будем крутить. С натяжкой тяжело. Ну, потому что 12 вольт, и это как бы... Ну, я скажу так, что это также саморезов 5-6 такой длины, и все. В принципе, на этом все. То есть данный как бы вариант тоже бытовой, но я им работаю, в принципе, когда мне необходимо там клеймеры крутить саморезами 2,5 на 16. То есть когда мне надо 30 саморезы, там плинтуса эти прикручивать внизу. То есть вполне очень удобный вариант для этих целей, так как он всего лишь весит 1 килограмм.
очень удобный как бы в этом плане шуруповерт. Но если вы хотите, конечно, чего-то более классного, и чтобы не париться и крутить так, как удобно, так, как хочется, независимо, по 70 штук саморезов закручивать в древесину, то тут, конечно, лучше рекомендую Greenworks, потому что крутит он, конечно, классно. Вот, несмотря на то, что у него вот тоже по заряду 70% всего заряда аккумулятора. Он как бы всегда боевой аппарат. То есть можно... Опять саморез раскалился, просто невозможно. Беру другой, кручу. Вот так вот оно бывает. Мощность большая, такая, что прям саморез сбивает и биту. То есть вот так вот, друзья. Вот, значит, я поставлю сейчас все шуруповерты. Выбор, надеюсь, мой обзор вам хоть как-то поможет. То есть вы сделаете для себя осознанный выбор именно для той задачи, которая вам необходима. Там 12 вольт, 18 или 24. Теперь вы понимаете, в чем отличие данных шуруповертов. Итак, друзья, подведем теперь итог сегодняшнего обзора. Не хочу никого рекламировать, то есть для чего я снял, чтобы у вас было в ближайшее время понимание, да, что кто собирается что-либо строить, какое-либо строение, там домик какой-нибудь небольшой или большой, да, чтобы он заранее понимал, какой инструмент ему нужно использовать. Если нужен, скажем, бытовой вариант, да, то можно, конечно, взять любой 12-вольтовый шуруповерт, но главное брать его с литий-ионными аккумуляторами, потому что если вы возьмете с никель-кадмиевыми батареями, ну, честно, все эти шуруповерты полный мусор. Если вам хочется что-то чуть более лучшего, да, то вам нужен, соответственно, средний крутящий момент, это от 35 ньютонов до 45-48, да. Ну, в данную категорию есть и Метаба, и Makita, и Hitachi. То есть выбор на самом деле велик. И каждый из этих шуруповертов отличается своими какими-то и плюсами, и минусами, и удобством. Но лично я, допустим, руководствовался тем, что мне нужна была эргономика, удобство, скорость заряда батареи, ну и как бы износостойкость мотора, чтобы как бы не прерывать себя в работе. Если же хочется чего-то более профессионального, да, то, ну, не рекламирую, опять же, фирму Greenworks, это китайская фирма, но в принципе вот по аналоге, да, данного, да, вот шуруповерта, который у нас еще раз модель 32037А, который, они, во-первых, все будут либо 18-вольтовые, ну и цена, конечно, получается в 3 раза дороже. То есть, если данный шуруповерт, вот Greenworks, он стоит там порядка 12, да, тысяч рублей с комплектом 2 батарей, если Метаба, он стоит где-то около 9 тысяч рублей с комплектом 2 батарей, а ЕГЭ 12-вольтовый, он стоит 10 тысяч рублей с 2 комплектами батарей. Есть и более бюджетные варианты, то есть, ну, я скажу так, что меньше 7 тысяч рублей, ну, вот, тратить на шуруповерт, это в принципе просто деньги на выброс.
Поэтому, друзья, надеюсь, мой видеообзор хоть как-то был вам полезен. Обязательно нажмите кнопочку подписаться вот там внизу. Буду благодарен, если поставите лайк под видео. И будет много интересных обзоров дальше про инструмент, и, соответственно, продолжение по строительству каркасного домика мастерской. Итак, друзья, до новых встреч, всего доброго.